Всем привет! Сегодня отвечаю на ваши вопросы. В последнее время очень часто меня пытают, почему я показываю миксы свои на самых простых плагинах и не показываю ничего такого крутого и сверхъестественного. Ну, здесь надо понимать, во-первых, эти пакеты, которые я использую, они есть практически у всех, и они есть в свободном доступе, и, соответственно, каждый из вас может ими пользоваться. Если я буду показывать на пакетах платных, на тех, которых у вас нет, то какой будет в этом смысл, если вы ими пользоваться не можете? Это то же самое, как я вам показывал сведение на аналоговой консоли. Оно интересное, оно, наверное, всем понравилось, насколько я понимаю, да? Но оно абсолютно бесполезно для вас, потому что у вас нету этой аналоговой консоли, у вас нету этих приборов. Конечно, интересно послушать и посмотреть, как звучит Universal Audio 1176 железный или там EQ Meyer Sound CP1, но пользы от этого очень мало. Второй очень важный момент. Хочу сказать, что если посмотреть с десяток цифровых эквалайзеров разных, у них будет очень разный интерфейс, разный внешний вид, они будут по-разному удобны или неудобны в использовании. Касаемо звучания, они все звучат абсолютно одинаково. Нету там никакой разницы. Между аналогом и цифрой есть, даже между аналоговыми разными эквалайзерами тоже есть разница. Цифровые, по сути, все примерно звучат одинаково на сегодняшний день. Лет 10 назад они менее детально прорабатывали, они искажали звук. Сейчас такой проблемы нет, поэтому вопрос не стоит. И сейчас я хотел немножко поговорить о топ-3 самых популярных пакетов плагинов. Безусловно, на первом месте это пакет Waves. Ребята, это не реклама, это просто мое частное мнение. Пакет Waves, при всех его недостатках, он местами очень неудобен в использовании по интерфейсу, он ограничен по возможностям по отношению к другим плагинам. Он наиболее всеобъемлющ. То есть в этом пакете есть практически все, что вам может где-либо понадобиться. На втором месте я бы поставил, конечно, FabFilter. Это голландская, насколько я помню, компания. Ребята очень прогрессивные, интересные. У них очень много классных идей, и большинство из них они уже реализовали, и мы можем теперь этим пользоваться. Это прекрасный пакет. Ну и на третьем месте это, наверное, пакет Ozone. В целом, пакет Ozone, мне кажется, что он больше ориентирован на мастеринг и на реставрацию. Там есть очень много крутых вещей, которых нет нигде. Насколько я понимаю, если я не ошибаюсь, они используют для написания своих пакетов нейросети. В общем, я в этом не уверен, но это вполне возможно, и, скорее всего, это так и есть. Тоже очень интересный пакет. И надо еще учитывать то, что, в принципе, я плагинами пользуюсь очень мало на сведении. Безусловно, в цифре есть такие вещи, которые в аналоге невозможно реализовать в принципе. Ну, например, тот же мультибенд-компрессор в аналоговом виде существует только в 3 полосах. А у Waves в 5 полосах, Ozone 4 полосы, и там еще, по-моему, можно добавлять. У FabFilter неограниченное количество полос. Это огромное преимущество, но в то же время всегда любое преимущество, оно может обернуться и недостатком, да? Тот же сатуратор Saturn, тоже в аналоге, он много что делает похожего на аналог, но там есть вещи те, которые в аналоге нет. И, конечно, такие вещи нужно использовать, и обязательно нужно этим пользоваться. Вообще, надо сказать, что цифра, безусловно, намного прогрессивнее, намного технологичнее. С ней легче работать, потому что у вас все это сохраняется до бесконечности, в отличие от того, когда вы работаете в аналоге. Если в аналоге вы закончили микс, то восстановить его практически невозможно, легче сделать заново новый микс. А в цифре вы можете открыть свою сессию через год и продолжить свое сведение. То есть в цифре сведение закончить нельзя. А в аналоге вы в любом случае должны его закончить. Ну и надо понимать, что мне больше нравится, как звучит аналог. Я стараюсь на сведении максимально использовать аналог с помощью вот этой аналоговой консоли AMIC я свожу и внешних приборов, которых тоже у меня достаточно. И, в
в общем-то, у меня нет потребности использовать цифру только с точки зрения технологичности, да. Поэтому 9 из 10 миксов я делаю в аналоге, но иногда меня просят, когда это речь идет об удаленке, или мне нужно отправить потом будет эту сессию, чтобы кто-то дальше по моим шаблонам сводил что-то еще, тогда я делаю микс внутри InDAV, то есть на плагинах. Ну, думаю, я ответил на ваши вопросы, ответил на тот вопрос, почему, собственно, я пользуюсь этими плагинами и почему я пользуюсь стандартными плагинами. Смотрите мои видео по понедельникам. Всем хороших миксов. Пока.